Друзья, всем привет с берегов Средиземного моря. Я рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня я приготовил для вас новый рецепт. Это свиной карбонат, сырокопченый. Приготовлен по методу Rapid с подваром. Это классическое сырокопченое мясное изделие. Вот такую красоту вы можете приготовить у себя дома своими руками. Классика мясного жанра. У меня на канале есть уже аналогичный рецепт. Я готовил свиной карбонат варено-копченый. Я проводил тепловую обработку в су-вид, а затем коптил холодным дымом. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, нажав по которой вы можете перейти и посмотреть видео того рецепта. Ну а в этот раз я вам покажу рецепт абсолютно другого изделия. Это сырокопченый карбонат. И готовить я его буду в коптильной камере полного цикла. Если у вас нет коптильной камеры с горячим копчением, вы можете приготовить точно такой же деликатес по этому рецепту в обычной духовке. Ну и затем подкоптить обычной улиткой на холодную, как обычно. Используя эту простую нехитрую технологию, вы можете приготовить настоящий кулинарный шедевр. Досмотрите это видео до конца, и вы точно узнаете, как приготовить своими руками свиной балык сырокопченый и порадовать своих родных и близких. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Итак, друзья, для приготовления сырокопченого карбоната я взял вот такую вот корейку. Вот такой так называемый свиной балык. Это чистое нежирное мясо. Оно обработано. Здесь 4 килограмма. 2 кусочка по 2 килограмма. И сейчас я проведу посол предварительный методом шприцевания. Благодаря этому именно методу иглой я доставлю соль равномерно по всему куску мяса, и в вакууме за 5 суток оно равномерно просолится. Для посола методом шприцевания я взял 10% кипяченой воды. 4 килограмма это 400 миллилитров. Общий вес получился 4 килограмма 400. И на этот общий вес я взял 2% соли. Это 88 грамм. Пополам нитритная и поваренная, то есть 44 грамма я взял соль нитритная, содержание нитрита натрия 0,6%. И обычная поваренная соль тоже 44 грамма. Кроме этого я взял 2 грамма сахара на 1 килограмм, тут 8 грамм сахара и полграмма на килограмм аскорбат натрия антикислитель жира. Все это я растворил, тщательно развел в воде. И вот таким вот инъекторным шприцем, тут есть специальная игла, инъекторная, она имеет 2 отверстия, что позволяет равномерно вводить соляной раствор в структуру мяса. 400 миллилитров пополам, по 2 килограмма, то есть по 200 миллилитров, в принципе, в среднем на каждый кусок, и потом в вакуумном пакете оно за 5 суток будет просаливаться. Аналогичное изделие можно готовить с внесением стартовых культур, кристаллюта и только нитритной соли. Но в этот раз я решил приготовить именно таким обычным классическим способом. Шприц 5-кубовый, то есть примерно так, в среднем 4 шприца, 200 миллилитров мне вот на такой кусок, 2 килограмма. Теперь это все упакую в вакуум. Мясо отправится теперь в холодильник. Там температура где-то плюс 2-4 градуса на 5 суток. Я думаю, что при таком методе посола оно равномерно посолится, и мы получим качественный сырокопченый продукт. И через 5 суток я буду проводить тепловую обработку. Буду использовать метод Rapid, то есть на низкой температуре до 47 градусов. Потом мы будем его коптить и чуть-чуть подсушим.
Вот такой план действий. Через 5 суток будем смотреть. Итак, друзья, снова здравствуйте. Я рад, что вы продолжаете смотреть это видео. Прошло 5 суток. Мясо прошло предварительный посол. В вакууме это вообще идеальная среда. И метод шприцевания в этой ситуации самый эффективный для такого куска мяса. Мясо поменяло цвет. Ну и теперь я приступлю к упаковке, обсушке и тепловой обработке. Для того, чтобы придать бесформенному куску мяса, я буду использовать вот такую вот формовочную сетку. У меня есть вот такой кусок пластиковой трубы, диаметр где-то 15 сантиметров, и я взял формовочную сетку. Эту сетку и все другие необходимые для домашнего колбасирования материалы я заказываю у спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. На сайте этого магазина вы найдете все необходимое для того, чтобы заниматься изготовлением домашних колбас, мясных деликатесов в домашних условиях. Переходите по ссылочке, которую я оставлю в описании под этим видео, на сайт магазина Craft Store. И при создании заказа обязательно воспользуйтесь моим промокодом FOODCOURT. Вы получите 3% скидки, независимо от ассортимента и суммы вашего заказа. Вот таким образом я заряжаю кусок пластиковой трубы, диаметр формовочной сетки 150 мм, она так плотно заходит. Теперь я с одной стороны завяжу узелок. И пропущу сквозь трубу 1/4 часть из того мяса, которое я подготовил. Вот таким простым способом, нехитрой манипуляцией из бесформенного куска мяса можно оформить вполне приличное изделие. С другой стороны также завязываю узелок. Ну и теперь я повторю эту процедуру еще несколько раз. Прежде чем отправить изделие на тепловую обработку, я проведу этап отепления. Мясо провело в холодильнике при температуре где-то 4-6 градусов, и я на час-полтора вот так вот подвесил просто его на кухне при комнатной температуре. Теперь я переместил карбонат в коптильную камеру. Вставил щуп выносной от термометра. Внутри изделия температура 17 градусов. Вот в такой коптильной камере полного цикла я буду проводить тепловую обработку. Это коптильная камера «Малютка» от интернет-магазина Craftmaster. Объем этой камеры 65 литров с загрузкой 8-10 килограмм. У меня на канале есть подробный обзор этой коптильной камеры. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, перейдя по которой вы можете посмотреть это видео и подробно ознакомиться, что это за домашний инструмент. В описании к этому видео я оставлю ссылочку на интернет-магазин Craftmaster, перейдя по которой на сайте интернет-магазина Craftmaster вы можете подробно ознакомиться со всеми техническими параметрами всех моделей коптильных камер, которые представлены в этом интернет-магазине. Вот такой щепой, это бук, я буду коптить сегодня свиной карбонат. На сайте интернет-магазина Craft Store вы можете найти большое разнообразие щепы для копчения разных пород деревьев. Ссылочка на сайт интернет-магазина Craftmaster в описании к этому видео. На температуре 40 градусов я провел обсушку изделия в камере до температуры 30 градусов внутри. Ну а затем на 47 градусах я коптил примерно 3 часа. Свиной карбонат, вот этот самый рапид с подваром и копчением. После тепловой обработки и копчения карбонат у меня 3 часа проветривался, затем 12 часов провел в холодильнике. Вот в таком виде у меня получился свиной карбонат. Очень хорошо, привлекательно, так аппетитно выглядит это изделие. Дым лег ровно, выглядит он достаточно
престижно и привлекательно, ну а запах не передать. Сейчас мы будем его пробовать. Люблю такие моменты, волнительные, ответственные. При разрезе такой упругий, эластичный кусок мяса. Ну посмотрите, друзья. Вот это вот темная точка, это отверстие от щупа. Вот режется, как реально сыровяленый карбонат. Эластичная, ровная текстура, в принципе, очень похожа вот на обычный сыровяленый свиной балык, но на его изготовление у меня бы ушло как минимум 3 недели, а то и 4. А здесь буквально с подваром и копчением на это ушло, ну, с учетом стабилизации и проветривания, сутки. Ну и время на предварительный посол, конечно. Мясо прекрасно жуется, реально вкусно. По поводу соли я вам скажу, друзья, на мой вкус ее чуть-чуть не хватает. Вот для меня, на мой вкус, норма это было бы 24-25 грамм соли на килограмм. Но соль это дело вкуса. Вот так вот у меня все растащили. В принципе, я доволен этим результатом. И обязательно в следующий раз я сделаю со стартовыми культурами и увеличу норму соли. Добавлю только нитритную соль, примерно 25-26 грамм. Как вариант, это нужно будет протестировать. Но режется он прекрасно. Запах копчения такой легкий, он не давит, не преобладает. Посмотрите, какая получилась красота. Ну, еще таким тесаком, да еще тупым. Сложно нарезать тоненько, но я стараюсь. Ну вот кто-нибудь приехал бы ко мне на Мальту и ножи мне подточил. Ну, в общем, этот рецепт имеет право на жизнь. Теперь я запаковал все это в вакуум и отправлю на недельку созревать карбонат сырокопченый в холодильник при температуре где-то 4-6 градусов. За недельку влага перераспределится, и это будет настоящий деликатес. Надеюсь, что все, что я вам сегодня смог показать, будет для вас полезным. Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на канал Food Court. Нажмите на колокольчик, и вы всегда будете получать уведомления о всех новых рецептах на моем канале. До скорой встречи, дорогие друзья!